Девочки, колите ботокс. Пожалуйста, просто берите и колите уколы красоты. Если вы ищете легких путей и волшебных таблеток, как бы ничего не делать и хорошо выглядеть, пожалуйста, колите ботокс. Это идеальный вариант для вас в таком случае. Я серьезно? Идите, делайте инъекции, пусть вам специалисты решают ваши вопросы, если вы не хотите трудиться, если вы не хотите вкладываться в свое здоровье, в свою внешность, в свою красоту и в сохранение молодости естественным путем, пожалуйста, идите и колите ботокс. Окей? Сегодня среда, я приветствую вас на своем канале, где по расписанию мы говорим о техниках естественного омоложения. Я Елизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица, физиогномист, читающий лица и составляющий психологические портреты личности и автор обучающего курса «Опасные мужчины». Итак, сегодня будет немного эмоций. Мы же люди эмоциональные, вы же любите эмоции. Вот сегодня у меня будут эмоции. Но эти эмоции несут в себе определенный смысл. Вот почему я с вами сегодня ими делюсь. Итак, я тренер по гимнастике для лица. Гимнастика для лица – это комплекс, понимаете, комплекс силовых упражнений, направленный на то, чтобы, первое, снять спазм из ваших лицевых мышц, и второе, укрепить мышечный каркас. Укрепить мышцы лица. То, чего вы, возможно, большинство из вас никогда в жизни не делало. Вы делаете гимнастику, вы занимаетесь йогой, легкая атлетика, что угодно, фитнесы, пилатесы, танцы, все это нагрузка на тело. А каким образом сюда относятся мышцы лица? Никаким. Но на них точно так же действует сила земного притяжения. В результате стрессов, разнообразного получаемого вами жизненного опыта, лицо приходит, грубо говоря, в негодность. Мышцы становятся атоничными, теряют тонус, теряют свою естественную силу, потому что вы никогда ими не занимались. И это все околоклимактерический период, если не раньше, обрушивается вниз в результате физиологических ожидаемых гормональных изменений. Я сейчас не говорю о частных случаях, которые за собой такого не наблюдали, или они еще пока что не пришли к этому. Я сейчас говорю о подавляющем большинстве. И в итоге в районе 45 плюс-минус мы получаем существенно съехавший овал лица, который сам себя на место не поставит, и мышцы сами себя, лицо не поднимут без приложения необходимых для этого усилий. О чем я сегодня? То есть вот есть комплекс упражнений, есть все зоны на лице, упражнений штук 30 плюс-минус, в зависимости от специфики запроса и сложности ситуации, плюс-минус. Комплекс рассчитан на выполнение где-то приблизительно 1 час. О чем мы говорим с вами сегодня? Результаты он дает потрясающие, начиная где-то с 3-4 недели ежедневных упражнений. Вот сразу вам говорю, у меня больше 10 лет практического опыта, работы с собой и со своими ученицами. У меня потрясающие результаты получали женщины 55 плюс 60. У меня самая такая солидная была 63 года, по-моему, 63, 64, что-то такое. Буквально уже на пенсии, уже были бабушки. И они подтягивали свои лица, и кожа становилась ровной и красивой, и она свежела, и внешний вид был лучше. Просто приложить какое-то время систематические усилия. Так вот, чего я здесь фантомас разбушевался, такой фантомас разбушевался. В чем дело? За последнее время, вот буквально, ко мне пришли на пробно-консультационные занятия, это диагностика состояния мышц вашего лица. Что это такое, можно вот здесь вот увидеть очень подробно. С чем приходят женщины обычно, в каком состоянии они приходят? Они приходят тоже на эмоции, говорят, у меня все съехало, у меня все всплыло, у меня здесь плохо, здесь все не работает, здесь все нервное, вот это вот все. Можно ли от этого избавиться? Я говорю, окей, пожалуйста, диагностика. Мне надо посмотреть, от чего мы будем с тобой танцевать. 47 лет, второй 52, третий 53. Вот они. То есть уже даже климакс. Причем я мало знаю этих людей, это не мои подруги, нет, это, относительно ты. Но
я знаю кое-что, я знаю, что они все проходили через большое количество стрессов. Последние вообще 4 года эвакуация, точно так же, как я. И вот все эти стрессы отобразились на лице. Потому что вопросы детей, вопросы выживания, адаптация, интеграция в новые страны, новые языки, новая культура, новая жизнь, вообще все. Вот. Естественно, на фоне того, что творится в мире, да, вопросы с бизнесом, вопросы с выживанием, вот это все, эти стрессы, да, заходят к нам в лицо. Так вот, вот они приходят, у них запрос один и тот же, они говорят, вот я смотрю на себя в зеркало, мне это все не нравится, а колоть я не хочу, а колоть я не хочу. Понимаете? Я только за естественные техники. И я знаю, что они, правда, разделяют мой подход, мои принципы к естественному, да, естественному омоложению. Окей, говорю, давай смотреть ситуацию на лице. Я даю 6, 5, 6, иногда 7 диагностических упражнений, чтобы понять, в каком состоянии какие группы мышц находятся. Я потом конструирую курс. Понимаете? Курс под каждую. Здесь идет сценарий один на всех. И все за одну. Знаете, трое в одной лодке прямо. Мы смотрим, делаем диагностику, есть зажимы, есть спазмы, особенно жевательная мышца, это беда. Это для всех беда, только не только для них. Это, в принципе, спазм жевательной мышцы, беда для всех. Кто смотрел мое видео про бруксизм, повторите, пожалуйста, еще раз. Так вот, я говорю, посмотрели, составили перечень того, что нужно сделать. И она смотрит на меня такими честными глазами и говорит, вот эти все упражнения надо делать. Я говорю, не только эти, а постепенно это идет накопительным эффектом, да, потому что это 15 уроков, которые во времени растянуты на 3 месяца. Иногда на 4. То есть это не в один присест все 30, нет. Это постепенно, мы идем зона за зоной, расслабляем мышцы, вытягиваем, потом начинаем их усиливать, прокачивать. На это все надо время, домашние задания. Говорю, это вот, говорю, постепенно. По 30 раз в день, да, надо каждое упражнение делать. В большинстве случаев. И она говорит, это ж надо делать? Я говорю, да. Она говорит, каждый день? Я говорю, да. Ну, опять-таки, если вы хотите эффект, вы это делаете каждый день. Если вы просто пришли прогуляться и потрындеть со мной, за 25 евро в час стоит моя диагностика для вас, то, конечно, вам можно вообще это не делать. Но в идеале. И она говорит, а можно меньше? А можно не каждый день? А можно не час? Обычно я говорю, что можно 6 дней в неделю, иногда 5, но лучше 6. Вот, что можно не час, можно минут 50, но вначале оно в принципе будет занимать полчаса. Ладно, ну по-честному. После первой недели практики оно занимает полчаса. Первый модуль, там, извините, 18 упражнений. 17. Это не час, нет. Далее, каждый день надо, не час и не все. Ну, пока не все, все будут позже. Есть определенные этапы, не все упражнения нужно вообще делать всю жизнь. То есть есть определенная методика, которая работает, которая себя много раз показала. Эффективная методика, берите и делайте. Нет, начинаются торги. А вот что-нибудь бы полегче, а вот что-нибудь бы поменьше. О, полчаса на себя каждый день. На что вы тратите свое время? Сделайте аудит своего дня, куда вы тратите свое время. Скажите, сколько часов вы проводите в ТикТоке, когда вы скроллите ленту с рилсами, и вы не можете оттуда вылипнуть? Сколько времени вы тратите на просмотр новостей, на непонятно что, на непонятные вообще телодвижения, на походы по магазинам, которые вам не нужны? Я не говорю, что гулять с детьми и с мужем не надо. Секс тоже нужен, он должен быть. Он не должен вытеснять, оно не должно вытеснять друг друга. Но чтение, саморазвитие, работа. Но если вы начинаете торговаться и искать вот такие вот пути, значит, вот та идея естественного омоложения здесь и сейчас, поднять то, что у вас обвисло, и то, что вас кошмарит, не является вашим приоритетом на сегодняшний день. Это не приоритет. Мы все следуем своим приоритетам. Заметьте, на приоритеты у вас всегда есть деньги, время, возможности. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, то, что реально для вас важно, вот то, что реально для вас важно, вы его всегда получаете. Всегда.
У меня когда-то фейсбилдинг стоял на первом месте, на первом, окей, на втором. На первом месте я ходила на работу, чтобы прокормить, это было давно и неправда, чтобы прокормить себя и детей после развода. Да, работа, и работа отбирала у меня большой кусок жизни, огромное количество сил. Но я продолжала учиться, я продолжала практиковать, я находила каждый день, потому что мой куратор, моя наставница, мой преподаватель, она требовала, она мне сказала каждый день, я такая, есть. Хочешь иметь эффект, результат, работай. И я работала. Я уставала кошмарно, но я это делала. Потому что у меня после работы на втором месте в топ-3 была гимнастика для лица. Понимаете? Поэтому у меня результаты появились после первого месяца, четвертая, пятая неделя. И это была фантастика. Я поверить не могла. Я поверить в это не могла. Хотя я не шла на этот результат. У меня другие были цели. Я даже не знала, что мое лицо может так сильно поменяться и стать таким красивым. Вы меня не видели раньше. Так что вы меня раньше просто не видели. Вот так вот, понимаете? И когда начинается вот этот торг, а можно так, а можно сяк, а можно не так, а можно не сяк, а можно не то, не столько, а можно не час, а можно не каждый день. Можно, девочки, колите ботекс, идите к специалистам, вываливайте кучу денег, не забудьте о том, что это больно. После ботекса вы несколько дней не сможете выйти на улицу. Не у всех он распределяется туда, куда надо. У меня есть истории, когда приходит девочка, 33 года, нашпиговала себе в лоб ботекса, он распределился не туда, упали веки, здесь появилась отечность. Пипец, она неделю рыдала, дома выйти не могла. А отвалила она тогда по тем временам, а дело было лет 8 назад. Ой, давно это было. Лет 8 назад. Что-то такое. У меня есть эта история. И так вот, она пошла сначала к этому косметологу, заплатила еще столько же, чтобы ей исправили. И ей не исправили. Стало хуже. Она стала искать другого косметолога, но у нее деньги закончились. И ее подруга, которая прошла у меня курс по фейсбилдингу, сказала, иди к Царьковой, она тебе это исправит. Она мне звонит и плачет в трубку. Плачет. Она работала, мы выгнали ей весь ботекс. Вот, это был ботекс. Просто о таких случаях никто не говорит. Ну, посмотрите в интернете. Я даже повторяться не хочу. Я не хочу вам показывать вот эти фото до и после. Как женщины себя уродуют этими уколами. Вы видите только самые идеальные варианты, случайные, кому повезло. И таких вариантов 0,5% на всю остальную толпу. Какова вероятность того, что ваш случай попадет, да, помимо того, что это больно, дорого, одним походом вы не обойдетесь. Вам через полгода надо будет еще доколоть, оживить, а что-нибудь еще, что-нибудь еще. Через пару лет вы потеряете собственное лицо, собственную, естественно, харизму. Свою индивидуальную. Она исчезнет просто. Это вариант, зато это быстро, но не безболезненно. Совершенно не безболезненно. Особенно финансово. Либо вы ставите свою задачу омолодить себя естественным путем. Вы выбираете прежде всего в своем расписании время. Вы что-то убираете, отодвигаете, от чего-то избавляетесь. Или просто находите время для себя. Вот это любовь к себе, да. Для себя вы находите время. Находите меня. Мы договариваемся о занятиях. И мы занимаемся. Но вы делаете домашнее задание, домашнюю работу каждый день. Вот это время, которое вы для себя определили. Это самая главная задача, не деньги найти, а время, терпение и упорство. Вы получите свой классный результат. Причем он будет достаточно надолго, он эффективный. Ну, он долгосрочный, я имею в виду. Сколько уже раз с косметологами я, другие тренера по фейс-фитнесу, по фейс-билдингу, по фейс-йоге, это... Миллион разговоров было говорено, что это реально гораздо имеет более длительный эффект, чем любые уколы красоты. Ну, мои дорогие, можете ничего не делать, в принципе, если вас это не триггерит и вас не пугает то, что происходит на вашем лице, вот меня не пугает. Кстати, поняли, да, вот это были мои эмоции, вот они закончились. Если на самом деле для вас это не топ-3, не входит в список топ-3 на данный момент, да, или на какой-то ближайшее время, не в приоритетах, не морочьте себе голову, ладно? Не приходите ко мне и не ищите вот этих вот легких путей, не торгуйтесь со мной, вы же сами с собой торгуетесь. Ладно, все, я закончила. Упражнения, кстати, дам
Упражнение дам в конце этого видео. Сейчас еще чуть-чуть поговорю. Мне тут недавно пописали немножко, что я выгляжу на свой возраст. Мне 45 лет. Я, правда, выгляжу на свой возраст. Я нравлюсь себе в своем возрасте. Он мне нравится, мой возраст. Я не хочу и не стремлюсь выглядеть на какой-то другой возраст, не на свой. Меня тема возраста и скорого старения, ай-яй-яй, вообще не триггерит. Это не моя тема. У меня так много есть чем заняться, что я едва успеваю что-то для вас записывать, для того, чтобы вы от меня тоже получили какую-то информацию, какой-то контент полезный. У меня столько всего в жизни происходит, что триггериться возрастом мне просто некогда. Я такая думаю, если люди сидят, страдают, пишут о каких-то возрастных кризисах, о том, что вот, она перешагнула порог 40 лет, есть ли жизнь после 40? Не знаю, у меня ее так много, этой жизни. Не в сказке сказать. Я блоги не успеваю свои вести. Я вечером не помню, с чего у меня утро начиналось, что у меня было вчера, потому что есть насыщенность, есть какие-то мыслительные процессы, есть постоянно какая-то движуха. Мне некогда зависать в страданиях на свой возраст. Да, есть, конечно, нюансы по моей внешности, но это чисто мои нюансы, и я, собственно, с ними каким-то образом периодически разбираюсь. Во всех остальных случаях я себя устраиваю, я себе нравлюсь. Вот, и меня вы не зацепите этим. Я не внедряюсь вообще, не углубляюсь в разговоры на тему возраста. Я понятия не имею, кто насколько должен, кто как должен выглядеть на свой возраст. Вот я не знаю этого. Я только вижу, что есть ухоженные люди, мужчины, женщины, ухоженные мужчины. Есть женщины, которые на себя забили болт, жирный большой, неухоженные. Такие тоже есть. Что я могу сказать? Ну, это их выбор быть неухоженными. Но если бы я за собой не ухаживала, если бы гимнастику для лица я не делала, как я делала тогда, и очень интенсивно, потом в профилактической мере, и сейчас я ее подделываю, что вы думаете? Если бы я не использовала маски, не кушала бы аккуратненько, не пила воду, у меня не было бы вот такой вот физической нагрузки, которая у меня есть, я, честно говоря, не представляю, как бы я выглядела. Те, кто считают, что я выгляжу сейчас плохо, такие есть, я знаю, но я на всех не могу угодить, и нет такой цели. Я вам скажу другое. Во-первых, если бы вы знали количество стресса, который мне пришлось выгрести и разгрузить, и выгрузить из себя, и я нахожусь в этом процессе до сих пор, в связи с эвакуацией, сменой места жительства, стран, культур, всего. Если бы вы знали вообще, в принципе, мою историю побега от бывшего мужа-абьюзера, который меня чуть не прибил, понимаете? И как я себя восстанавливала. Если бы вы это все знали, вы бы поняли, что я сейчас выгляжу очень хорошо. Но если бы я себя не любила и не вкладывалась бы в свое здоровье и в свой внешний вид, так как мне хотелось, так как вот я это видела, вот я бы действительно выглядела плохо. Вот если бы я ничего этого не делала. Плюс я не курю. Да. Не употребляю там разное непонятно что. Ну и пиво я пью там раз в полгода, окей, в Испании оно хорошее, что поделать там. Раз в полгода, раз в 3 месяца я банку пива хорошего, легенького очень, я могу выпить. Но не так, чтобы там каждый день, и потом все это пиво в отечности вот здесь вот в лице, понимаете? Поэтому если бы я ничего не делала, было бы гораздо хуже. Это для тех, кто считает, что я выгляжу плохо. Ну, собственно, они мне свои лица никогда не покажут. Но я без запроса и не диагностирую. Так, на сим давайте закончим с теорией и перейдем к практике. Я сегодня покажу упражнение, которое позволяет, это такое, знаете, как фантастическое упражнение, скажу сразу. Оно в списке упражнений для лица стоит на 29 месте. Оно не единственное, не первое и не даже 10-е, 29-е. В комплексах. Одно из финальных. Оно собирает в кучку и подтягивает весь овал, все лицо. На нетренированное лицо делать его не надо. Не делайте. Но можете попробовать из любопытства. Но я вам хочу его дать, чтобы показать, что такие упражнения тоже есть. Оно статическое, это статика. И оно тоже очень классно работает. Но опять-таки, после того, как мы все зоны, центральную зону лица, носогубную, губы, щеки, вот это все, брови, глаза, скулы, мы это все проработали. А теперь мы делаем вот что. Мы делаем букву О, натянув верхнюю губу немножко вниз и собрав губы по зубам. Вот так вот. Угу.
Видите, ровненько все здесь. Вот здесь все ровненько. Буква О должна быть красивая. Красивая буква О. Ага. И вы сидите таким образом 15 секунд. 4 подхода достаточно. Вот так вот. И улыбнулись. Вот и все. Вот и все. У меня такое подозрение, что я его уже давала вам. Я что, забыла? Ну, в любом случае, кто-то, если пропустил в прошлых видео, просто повторите для себя. Знаете, как с одного раза иногда мы правда пропускаем. Тем более, кто досматривает мои видео до конца? А? Ну, скажите честно. Еще и на натуральной, на нормальной скорости. Ладно, хорошо. Спасибо вам за ваше внимание. Из новостей сразу быстро скажу. Я открыла сообщество. У меня есть теперь, если надо, мини-фейсбук, мини-блог, только в ютубе. Вот там у меня есть закладки видео, шотсы, трансляции. Кто видел мои трансляции? Я прогулки по Гранаде веду иногда. Трансляции и записи. Вот записи – это моя стена. Я там пишу. И вы можете зайти, почитать и поучаствовать. В вопросах будут викторинки. Но это все касается физиогномики, чтения лица. То есть там я хочу собрать единомышленников, которым интересна тема изучать людей по чертам лица и читать характер. Да-да-да. Поэтому вот там в записях вы можете зайти и посмотреть. Там пока только 2 приветственных поста. Ну, надо с чего-то начинать, извините меня. Мы все начинали когда-то с чего-то. Вот. Но вы можете там тоже проявиться, и каким-то образом мы там с вами можем взаимодействовать. Можем общаться, можем что-то обсуждать. И я еще не совсем разбираюсь в настройках, но мне бы хотелось, чтобы вы там тоже что-то писали, и мы могли бы обсуждать ваши темы. Хорошо? На сим откланяюсь. Хорошее вам продолжение недели, прекрасной весны, остаемся на связи. Делитесь моим каналом со своими друзьями, знакомыми, они в обязательном порядке, каждый из них найдет что-то полезное для себя. Пока!